Новая неделя для биткоина началась с падения ниже уровня 90 тысяч, и рынок охватил фут, который связан с повышением процентной ставки в Японии, ведь ЦБ планирует поднять ставки на заседании 19 декабря, до уровней которых не было с 1995 года. При этом Bloomberg сообщает, что по некоторым внутренним источникам Банк Японии планирует еще больше повысить ставки в 2026 году. Именно это является причиной текущего падения, которое мы наблюдаем на мировых рынках, включая крипту. Тем временем фонды не теряют возможность и под шумок продолжают дампить биткоин. На открытии американской сессии биткоин упал на $2000 за 35 минут, что привело к потере 40 миллиардов долларов рыночной капитализации, и всего за один час были ликвидированы лонги на 132 миллиона долларов. Япония много лет была источником самых дешевых денег в мире. Инвесторы брали иены почти под ноль и вкладывали их в риск, а именно акции, крипту, в том числе и биткоин. Как только ЦБ Японии повышает ставку, эта схема ломается. Деньги в иенах дорожают, и инвесторы вынуждены закрывать позиции. Чтобы вернуть иены, они продают риск, в том числе биткоин. В итоге ликвидность уходит с рынка, биткоин становится уязвимым, а альты падают еще сильнее. Именно поэтому рынок так нервно реагирует даже на намеки на ужесточение политики в Японии. Также весомым фудом выступает нехватка ликвидности. На просторах крипторынка вы наверняка неоднократно слышали, что сейчас ликвидности не хватает, дефицит ликвидности тормозит бычий тренд, ликвидность покидает рынок или что-то в этом духе. Но проблема в том, что многие даже не понимают, что такое ликвидность. Плюс к этому еще один актуальный тейк связан с тем, что биткоин готов протестировать новое дно перед 2026 годом. Так что в этом видео мы обсудим с вами весь фуд, который сейчас поглотил рынок. Разберем потенциальное тестирование нового дна около 80 тысяч долларов и обсудим, чего стоит ждать от биткоина в преддверии решения по ставке ЦБ Японии. Потому что раньше биткоин падал минимум на 20%, когда повышали ставки. А в конце ролика мы разберем самый потенциальный сценарий цены биткоина. Ведь от того фундамента, который будет сформирован в декабре, будет зависеть тренд его цены в начале следующего года. Друзья, перед просмотром попрошу вас поставить видео лайк. Ведь сейчас в такой непростой фазе рынка крайне нужна ваша поддержка. Поэтому набираем 1000 лайков, а также подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. $10 за комментарий под прошлым роликом получает этот зритель, а вам я желаю приятного просмотра. Меня зовут Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, новая неделя началась не особо хорошо, потому что биткоин пробил ключевой уровень поддержки 90 тысяч долларов. Да, он это делает уже не в первый раз, и о потенциальном падении в диапазон ликвидности 88-86 тысяч мы предупреждали в нашем телеграм-канале еще в пятницу. А сегодня я выложил список альтов, которые демонстрируют положительную динамику за последние 90 дней. Поэтому, чтобы понимать, какие альты еще могут оставаться на плаву, а от каких монет возможно лучше избавиться прямо сейчас, подписывайтесь на телеграм. Ведь также у нас вы найдете новости, аналитику рынка, инсайды и сделки манипуляторов. Если что, ссылка есть в описании. Исходя из того, что сейчас происходит, в декабре рынок может столкнуться с еще одной волной резкой распродажи. И ключевым триггером снова становится Япония и carry трейдинг. Уже 19 декабря Банк Японии вновь повысит процентную ставку. Это очень важно, потому что более 10 лет Япония жила в режиме сверхдешевых денег, когда ставка находилась около нуля. В этих условиях инвесторы массово занимали иены под минимальный процент и направляли капитал в акции, криптовалюту и другие рискованные активы. Объем иенового carry трейдинга оценивается в триллионы долларов. Его сворачивание всегда сопровождается сильным давлением продаж на глобальных рынках. Рынок уже дважды видел этот сценарий на практике. В июле 2024 года, после повышения ставки Банком Японии, биткоин упал примерно на 26% всего за одну неделю. Волатильность резко выросла, начались массовые ликвидации и выход из риска. В январе 2025 года Япония снова повысила ставку, и биткоин потерял около 25% в течение следующих нескольких недель. Каждый раз логика была одинаковой. Заимствования в иенах становились дороже, инвесторы начинали закрывать кредиты и для этого продавали активы, включая криптовалюту. И в момент повышения ставки в декабре рынок может увидеть аналогичную реакцию. Распродажа в таких условиях происходит немедленно, а резко и импульсивно. Давление затрагивает сразу несколько рынков, усиливает волатильность, включается принудительная ликвидация, и цена может пройти больше расстояния за очень короткое время. Но при этом фундаментальная ситуация внутри самой Японии остается слабой. Последние данные по ВВП показали падение экономики на 0,6%, тогда как ожидания были около минус 0,4%. Это говорит о том, что экономика замедляется быстрее прогнозов, и долго удерживать жесткую денежно-кредитную политику страна просто не сможет. Именно поэтому параллельно правительство Японии объявило масштабную программу стимулирования экономики на сумму около 17 триллионов йен, направленную на поддержку роста и стабилизацию финансовой системы. Такие меры, как правило, увеличивают ликвидность и смягчают последствия ужесточения политики. Исторически после резких распродаж, вызванных сворачиванием carry трейдинга, рынок начинает стабилизироваться. Панические продажи заканчиваются, слабые позиции выбиваются, кредитное плечо очищается, давление продавцов снижается и постепенно формируется новая база. На этом фоне
фоне важно учитывать и глобальную картину. США, Китай и Канада уже движутся в сторону смягчения политики, что со временем увеличивает объем ликвидности в мировой финансовой системе. Ведь, например, в прошлом ролике мы разбирали, как ФРС уже готовится выкупать гособлигации на 40 миллиардов долларов за один месяц. И это только первые покупки. Ведь по некоторым оценкам эти покупки продолжатся уже в следующем году, за счет чего ФРС предоставит ликвидность в размере 500 миллиардов долларов. В итоге повышение ставки в Японии в декабре может создать краткосрочные проблемы и стать причиной сильной волатильности, но при этом оно способно сформировать последнее базовое дно текущего цикла. Если после этого глобальная ликвидность продолжит восстанавливаться, 2026 год имеет все шансы оказаться благоприятным для рынков, включая криптовалюту. Но при этом биткоин снова обвиняют в чистой манипуляции после резкой распродажи на фондовом рынке США. Всего за один час совокупные ликвидации на крипторынке превысили 200 миллионов долларов, а цена биткоина опустилась ниже отметки 87 тысяч. И это произошло на фоне того, что компания Saylor публично заявила о покупке более 10 тысяч биткоинов всего за последнюю неделю. Казалось бы, фундаментально это должно поддерживать цену, но рынок повел себя строго наоборот. С началом торгов в США давление со стороны продавцов резко усилилось. Я обратил внимание на активные предложения со стороны крупных игроков, в том числе Binance и маркетмейкера Wintermute. Именно в момент открытия Уолл-стрит биткоин начал ускоренное снижение, что только усилило разговоры о целенаправленной охоте за ликвидностью. Настроения среди трейдеров в этот момент оставались преимущественно пессимистичными, и многие не видели серьезных оснований ожидать разворот или даже уверенный отскок. И тут я просто не могу пройти мимо нашего недавнего ролика, где все эти манипуляции мы с вами разбирали максимально подробно. И я вам показывал, как Джейн Стрит не дает биткоину расти и продолжает накапливать. Биткоин всего за час просел примерно на 3200 долларов, с уровня 89 до диапазона ниже 86 тысяч. За это же время рынок увидел ликвидацию длинных позиций на сумму 200 миллионов долларов. И все это произошло без каких-либо негативных новостей или информационных вбросов. Очередной показательный пример – движение ровно в районе 10 утра по Нью-Йорку, которое почти регулярно возникает при открытии американской торговой сессии. И по сути это манипуляции. В итоге текущая динамика все больше выглядит как агрессивная зачистка ликвидности, а не как изменение глобального тренда. Краткосрочно рынок остается нестабильным и нервным, поскольку на цены давит фуд, инвесторы теряют веру в рост и слабые руки просто уходят. И в принципе все идет по плану манипуляторов, поскольку их самая главная задача сделать так, чтобы розница ушла с рынка на дне. Это базовый сценарий, который был в каждом цикле. И такая же картина наблюдается прямо сейчас. Конечно, это не говорит о том, что рынок вот-вот развернется, потому что розница верит в медвежку. По большей части это сигнализирует, что среднесрочный и долгосрочный интерес со стороны больших игроков по-прежнему остается. И если вы спросите, а что же делать с этими просадками, я отвечу: зарабатывать. Благодаря нашей подписке Coin22 Pro. Команда наших аналитиков скорректировали торговую стратегию под ежедневные просадки на открытие Америки. И так с начала декабря мы зарабатываем на падении. Например, на днях мы заработали на снижении XRP, на вале ниже $2, на шортах по атом, ведь цена не удержала поддержку 2.15, и еще на падении Суи прямо в понедельник. Текущее движение рынка требует явных корректировок в ваших стратегий, потому что условия меняются. И если вы вовремя ничего не поменяете, то вы рискуете остаться в минусе. Подписка Pro также включает в себя обучение и поддержку 24/7. Мы будем с вами на каждом этапе работы. Соберем для вас индивидуальный криптопортфель под ваш депозит, а с моим официальным партнером BitGet ваша торговля будет не только простой и прибыльной, но еще вы сможете получать крутые бонусы. Поэтому, друзья, лично рекомендую вам обратить внимание на то, как вы торгуете. Если сейчас ваши сделки закрываются в минус, особенно лонги, присоединяйтесь к подписке Pro по ссылке в описании и зарабатывайте даже на падении. Второй фут после ЦБ Японии – это нехватка ликвидности на рынке. Сейчас об этом кричат почти все. Мол, ликвидности нет, вот рынок и падает. Но что вообще такое ликвидность? Потому что многие до сих пор это не понимают. Когда говорят о проблемах с ликвидностью на крипторынке, важно сначала понять, что вообще скрывается за этим термином. Ликвидность – это способность рынка быстро покупать и продавать активы по справедливой цене, без резких движений. Проще говоря, это количество живых денег в системе и глубина стаканов, которые позволяют рынку переваривать крупные сделки без сильных обвалов. Чем выше ликвидность, тем стабильнее цена и тем меньше влияние отдельных ордеров. Когда ликвидность падает, рынок становится тонким, нервным, и он подвергается манипуляциям. В цифрах это выглядит довольно показательно. В периоды высокой волатильности биткоин спокойно переваривает ордера на сотни миллионов долларов без заметного движения цены. Но когда ликвидность сжимается, даже сделки на 50-100 миллионов долларов способны двигать рынок на 2-4% за считанные минуты. Именно поэтому в последние месяцы мы все чаще видим резкие импульсы, когда цена проваливается или растет без видимых новостей. Если смотреть на объемы торгов, то ситуация говорит сама за себя. Споты в объемы по биткоину и крупным альтам остаются на 30-40% ниже пиковых значений бычьих фаз. На деривативах открытый интерес периодически растет, но при этом он все чаще сопровождается резкими чистками. Это означает, что рынок живет не за счет притока нового капитала, а за счет перераспределения существующей ликвидности между трейдерами. Глубина рынка по основным парам заметно снизилась. Вблизи текущей цены плотность заявок часто в 2 раза ниже, чем в периоды стабильного роста. В такой среде маркетмейкерам проще раскачивать цену, а крупным игрокам выбивать стопы и забирать ликвидность. Именно поэтому мы регулярно видим движение на 2-3 тысячи
$1000 по биткоину в течение часа, сопровождаемый ликвидациями на сотни миллионов долларов. Сильным фактором сжатия ликвидности остается макроэкономика. Высокие процентные ставки ФРС США так или иначе продолжают удерживать капитал в облигациях. Доходность безрисковых инструментов остается на уровне 4%, и это напрямую конкурирует с рискованными активами, включая крипту. Пока деньги дают стабильный доход вне крипты, мы не видим массовый приток капитала. К этому добавляется ситуация с глобальными потоками ликвидности. Несмотря на отдельные вливания через ETF, общий эффект потока ограничен. Притоки часто компенсируются фиксацией прибыли и продажами со стороны крупных держателей. В результате рынок не получает устойчивого топлива для продолжительного тренда, а любое давление со стороны продавцов быстро отражается в цене. Возникает логичный вопрос: есть ли реальная проблема с ликвидностью прямо сейчас? Короткий ответ – да, но она носит циклический характер. Это не коллапс и не системный кризис, а фаза сжатия. На самом деле ликвидность не исчезла, она просто распределяется неравномерно и находится в деривативах, а не в споте. Именно поэтому рынок выглядит нестабильным и подверженным резким движениям. В итоге текущая ситуация означает, что крипторынок остается уязвимым к манипуляциям и резким импульсам. Любая крупная сделка или макрособытие может вызвать непропорциональную реакцию цены, но одновременно такие периоды сжатой ликвидности часто предшествовали формированию базы и подготовке к следующему циклу. Как только условия поставками глобальной ликвидности начнут смягчаться, именно крипторынок, как один из самых чувствительных к деньгам, способен отреагировать одним из первых. Но если цель манипуляторов – сломать веру розничных инвесторов в продолжение бычьего рынка биткоина и заставить нас поверить в медвежку, возникает логичный вопрос: почему крупные игроки, фонды и маркетмейкеры не обваливают цену сразу до уровня 60 тысяч или даже ниже? На первый взгляд кажется, что при наличии огромного капитала это можно сделать быстро, но на практике рынок устроен гораздо сложнее. Во-первых, биткоин – это не тонкий рынок, который был в 2017 или даже в 2020 году. Суточный оборот по споту и деривативам регулярно превышает десятки миллиардов долларов. Только на деривативных биржах открытый интерес часто колеблется в диапазоне 25-35 миллиардов долларов. Чтобы продавить цену с текущих уровней на 30-40% за короткий промежуток времени, потребуется колоссальный объем продаж, который моментально привлечет встречный спрос. На уровнях вроде 70-65 тысяч уже сейчас стоят крупные лимитные заявки, в том числе со стороны институционалов и долгосрочных инвесторов, которые готовы выкупать падение. Во-вторых, резкий обвал он невыгодный самим манипуляторам. Их задача не просто обрушать цену, а забрать ликвидность и активы у слабых участников. Это достигается не одним ударом, а серией контролируемых движений. Статистика показывает, что большинство ликвидаций происходит при колебаниях цены на 5-10%, а не при одном большом обвале. Именно в этих диапазонах трейдеры массово используют кредитное плечо и ставят стоп-лоссы. Резкое падение сразу на десятки процентов, наоборот, часто вызывает паническую покупку и агрессивный откуп со стороны тех, кто давно ждал такие цены. Третий фактор – поведение деривативного рынка. Когда цена медленно снижается, ставки финансирования постепенно уходят в отрицательную зону. Открытый интерес остается высоким, а рынок наполняется шортами. Это идеальная среда для манипуляторов, потому что в такой структуре можно продолжать давить цену, выбивая лонги и шорты по очереди. Если же обвалить рынок слишком быстро, большая часть позиций просто будет закрыта по рынку, и потенциал для дальнейшего изъятия ликвидности резко сократится. Четвертый момент – психологический. Чтобы розница поверила в медвежий рынок, недостаточно одного резкого падения. Настоящая капитуляция происходит тогда, когда рынок долгое время не растет. Это месяцы боковика, серии неудачных отскоков и постоянный разговор о том, что рынок уже не тот. Именно в такие периоды объемы снижаются на 30-50%, интерес розницы падает, а долгосрочные инвесторы начинают сомневаться. Резкое падение, наоборот, часто воспринимается как возможность для покупки, а не как конец бычьего цикла. Пятый фактор – институциональный спрос. За последние годы структура рынка сильно изменилась. Появились ETF, публичные компании и фонды, которые действуют по строгим регламентам. Для них резкие обвалы – это не сигнал к панике, а возможность усреднения. Именно поэтому мы часто видим, как на падениях появляются крупные покупки. Например, долгосрочные кошельки исторически активизируются именно после снижения на 20-30%, а не после плавных сползаний. В итоге крупным игрокам просто невыгодно и даже опасно обваливать цену биткоина максимально резко до уровня 60 тысяч. Такой сценарий слишком быстро исчерпывает ликвидность, вызывает агрессивный спрос и не дает времени сформировать у рынка ощущение медвежьего тренда. Намного эффективнее стратегия затяжного давления. Серия резких сливов, ложных отскоков, выбивание плеча и постоянное разочарование. Именно так розница постепенно теряет веру в продолжение бычьего рынка. Главный вывод заключается в том, что отсутствие быстрого обвала – это не признак силы рынка, но не подтверждение медвежки. Это отражение механики крупных денег. Манипуляторы работают не через один сильный удар, а через постепенное изматывание. И именно в такие периоды рынок чаще всего и готовится к следующему крупному движению, которое становится очевидным только тогда, когда большинство уже просто перестает в него верить. То, что сейчас происходит с биткоином, реально неприятно, ведь падение не любит никто. Цена снижается, рынок нервный, и вопрос о продолжении движения вниз и возможном тесте нового дна остается полностью открытым. Это нормальное состояние рынка на этапе коррекции, особенно после сильных импульсов роста. За последние недели биткоин уже показывал движение по 5-8% за считанные дни, а локальные проливы сопровождались ликвидациями на сотни миллионов долларов, что говорит о повышении волатильности и напряжении на рынке. Но здесь важно обозначить один принципиальный момент. В своих роликах я никогда не бросаюсь из крайности в крайность,
волатильности. Когда рынок падает, я не говорю, что это конец, и биткоин идет на ноль. Когда рынок растет, я не обещаю сотни иксов и вечный бычий рынок. Моя задача разбирать факторы, которые реально влияют на цену и, возможно, сценарий движения, а также честно говорить, к какому из них склоняюсь я. Старые зрители канала прекрасно помнят, что еще в начале года я не верил в полноценный массовый сезон на 10 или 100 иксов. Я делал ставку на рост отдельных фундаментальных монет, и по факту именно это мы и увидели. Были локальные движения, а не взрыв по всему рынку. И, кстати, подробно к этой теме мы вернемся в одном из следующих видео. Если говорить о биткоине, то сценарий с тестом более низких уровней мы разбирали заранее вот в этом видео. И я его до сих пор не исключаю. Речь идет о диапазоне 80 и 78 тысяч, который остается потенциальной зоной дна при усилении продаж в текущих диапазонах. Исторически коррекция на 20-25% в рамках бычьего рынка для биткоина – это норма, а не исключение. Такие движения мы уже видели в прошлых циклах. И что самое главное, они не ломали глобальный тренд, а только очищали рынок от избыточного плеча и слабых рук. Вы, наверное, спросите, так если биткоин потенциально упадет, тогда лучше продать сейчас и откупить ниже. Да, вы можете это сделать, но лично я так не делаю. Во-первых, я долгосрочный инвестор и крайне редко занимаюсь спекуляциями на споте. Во-вторых, стратегия продать сейчас и выкупить ниже часто оказывается ловушкой. Ведь сможете ли вы потом купить по цене, которая выше, чем та, по которой вы продали, если цена не опустится? Чем дольше рынок находится в консолидации и коррекции, тем выше вероятность того, что разворот произойдет резко, без идеальных точек входа. В такие моменты многие остаются вне рынка, ожидая еще небольшой просадки, а цена просто уходит вверх. На практике более разумный подход не пытаться угадывать идеальное дно, а компенсировать просадки активной работой. Именно для этого есть трейдинг. В условиях слабого рынка и давления со стороны продавцов, шорты позволяют зарабатывать на снижении и частично или полностью перекрывать просадку по спотовым позициям. Тем более, когда четкие точки входа вы можете получать в нашей подписке Pro. Поэтому текущая стратегия, на мой взгляд, должна строиться на двух ключевых элементах. Первый – аккуратный откуп на споте, если ваша ликвидность это позволяет, а второй – работа от шорта для компенсации падения и извлечения прибыли из волатильности. Такой подход снижает эмоциональное давление, позволяет пережить коррекцию более спокойно и быть готовым к следующему движению рынка. В итоге важно помнить простую вещь. Коррекция – это часть цикла. Они неприятные, но коррекция – это явно не повод говорить, что рынок полностью умер, интерес упал, монеты никогда не вырастут, и что самое главное, как некоторые говорят, инвестиции в криптовалюту полностью бессмысленны. Да, в последние годы крипта не дает такие иксы, как раньше, и некоторые просто разочаровываются в рынке. Но давайте честно, какой другой рынок вам может дать такие проценты, как дает крипта? Посмотрите, как растут акции, насколько вырос S&P 500, и вы почувствуете большую разницу. Я не спорю, рынок изменился, и такие большие проценты, которые были раньше, мы, к сожалению, не получим. Но базовые 3, 5 или даже до 10 иксов по некоторым альтам еще остаются потенциально возможными, особенно после коррекции, консолидации, восстановления ликвидности и зеленых катализаторов, которые сейчас по-прежнему остаются на рынке. Поэтому, друзья, не делайте поспешных выводов, возможно, вам просто стоит пересмотреть свою стратегию. Все вопросы по данной теме оставляйте в комментариях, не забывайте подписываться на телеграм-канал, где я всегда на связи, ставьте лайки, жмите колокольчик и скоро увидимся. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч!